Привет, друзья! Что, а интригу держать айронхайды умеют, но при этом и подкидывают хлебные крошки, которые в дальнейшем помогают собрать целостную историю еще до выхода того или иного обновления. Трейлер обновления был, анонс нового героя также был. А теперь, друзья, подоспела и свеженькая история от самого уважаемого и узнаваемого репортера Линерии, Овечки, которому посчастливилось пообщаться с новым участником Альянса Сильварой, выслушать ее историю и больше, друзья, разузнать о новой, древней и голодной угрозе. Приветствую тебя, генерал! Я собираюсь провести интервью за ужином с Сильварой, драконом природным, которая только что объединилась с Альянсом, дабы разобраться с новым, надоедливым крокодильем заговором. Стол красиво накрыт среди деревьев, а вегетарианская индейка выглядит просто бомбически. Спасибо, что согласилась на интервью со мной, Сильвара, ответила Овечка. Можешь, пожалуйста, рассказать мне о враге, с которым нам предстоит столкнуться? Сильвара ответила. Это долгая история, мой маленький друг. Она восходит к началу времен. После того, как мир был создан тремя первобытными, появились меньшие существа, чтобы наполнить мир жизнью, формой, идеями. Вы называете их по-разному: стихии, аватары, боги. Они из себя представляли свет, жизнь, тьму, пламя, лед и многое другое. Среди этих стихий была и я, а также был и он. Мы оба служили одной цели – поддерживали равновесие в живой природе. Моей основной задачей это было творить, созидать, а он потреблял. «А у этого злодея есть имя?» – спросила Овечка. Да, было у него имя, но как только он покинул нас и стал тем, кем стал, он уже не был прежним. Он стал мерзостью, поэтому мы зовем его Мерзость. «А что же случилось? Расскажи, пожалуйста, безумно интересно», – спросила Овечка. Сильвара продолжала свою историю. Бесчисленные века мы поддерживали равновесие и баланс в естественном мире, но затем он открыл для себя острейшее ощущение от пожирания всего вокруг. Он просто воодушевлялся и получал максимальное удовольствие от того, что съедал все, что только видел. И поэтому его первобытные побуждения поглотили то, что отсталось от его здравомыслия. Он пировал всем, что видел, съедал все, на что натыкался и попадало в его когти. Он становился все больше и больше, угрожал уничтожить все вокруг, все то, что было нам дорого. Именно поэтому нам пришлось его остановить. «Как же тебе это удалось?» – спросила Овечка. На что Сильвара ответила. Мерзость стал таким большим, что его душа превратилась в плавильную печь, а кровь в чистый яд. Даже моих сил оказалось недостаточно. Мне в этом немного помогли мои друзья, можно даже сказать мои дети, древние арбориане. Их шаманы провели через меня энергию природы, и вместе мы наложили мощную печать, дабы заключить мерзость в тюрьму. И это на самом деле сработало и работало вполне прекрасно. До тех пор, пока, кажется, слишком много крокодилов не пришли к блестящей идее все же его выпустить. Что? Да ладно, зачем им выпускать на свободу такое чудовище? С недоумением спросила Овечка. О, они считают, что их долг – это кормить своего хозяина. И они думают, что если они его освободят, то тем самым завершат свою конечную цель пребывания в этом бренном мире. Мы не можем позволить этому случиться. Даже сейчас я чувствую, как печать дрожит под грубой силой его древнего голода. «Это ужасно! Это просто ужасно! Как же ты сможешь его остановить?» – спросила Овечка.
На что Сильвара ответила: «Я не смогу сделать это в одиночку. Мы должны объединить наших союзников и остановить гнусных крокодилов. Каждое существо, которое заботится о равновесии или самой жизни, должно объединиться. Сегодня, во время этого пира, давай просто наслаждаться щедростью природы, но и планировать нашу дальнейшую стратегию. Сам мир снова нуждается в нашей защите». Когда солнце опустилось за горизонт, окрасив деревья в золотистый оттенок, мы завершили нашу трапезу в окружении крошечных древесных растений, полных желания защитить все, что нам дорого. В конце концов, королевство – слишком хорошее место, дабы превратиться в шведский стол древней мерзости, где он сможет есть столько, сколько душа его пожелает. Вот такая, друзья, совместная история, где есть немножечко самой истории нового героя, а также где повествуется нам о предстоящем боссе и злодее, друзья, с которым, скорее всего, нам предстоит сразиться в новом обновлении, которое, напомню, выйдет уже совсем-совсем скоро, а именно 4 декабря. Ждем с нетерпением. Благодарю вас за внимание, за вашу поддержку. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.